Друзья, всем привет! Вас приветствует канал Фактограф. Довольны ли вы своей профессией? Нравится ли вам ваша работа или вы заставляете себя просыпаться по утрам? Нашли ли вы дело своей жизни или вынуждены работать с 9 до 6, чтобы прокормить семью? Некоторые люди имеют такие необычные профессии, о которых многие из нас даже никогда и не слышали. Сегодня расскажем вам о самых странных профессиях. Поехали! Смотритель острова. Это ли не работа мечты? Жить на прекрасном острове в комфортабельной вилле и получать за это $1000. Счастливчиком стал Бен Саусхолл, который среди 35 тысяч претендентов стал единственным. Ему необходимо следить за коралловыми рифами, вести свой блог, привлекая туристов посетить райский остров и подкармливать черепах. Пожалуй, его резюме и сопроводительное письмо были уж очень оригинальными и впечатляющими. Вот эта работка! На пенсию точно не захочешь. Слушатель пармезана. Пожалуй, самая творческая профессия из необычных – это слушатель пармезана. В его задачи входит стучать по головке сыра специальным серебряным молотком на фабриках по производству пармезана. Делает он это для того, чтобы понять степень созревания. Ведь пармезан доходит до нужной кондиции в течение 3 лет. Каждый раз звук от молоточка будет разный. Главное не пропустить идеальный момент. Чистильщик ушей. Популярная профессия в Китае – чистильщик ушей. И довольно обычная в представлении китайцев, ведь она очень приятна и оздоравливает весь организм. Тестировщик водных горок. Еще одна работа мечты для многих людей, которые любят активно отдыхать и развлекаться. Только представьте, вы целый день катаетесь на горках, тестируете, получаете массу впечатлений, а после этого вам лишь нужно составить отчет о своих ощущениях и впечатлениях. Дегустатор кормов для животных. Конечно же, такая профессия существует и очень востребована, особенно с появлением специализированных кормов для животных. Должен же кто-то сказать хозяевам, что новый корм стал еще вкуснее и питательнее, а вкус индейки или кролика еще отчетливее чувствуется. Специалисты тестируют корма, чтобы подтвердить качество и вкусовые характеристики продукта. Нужно брать во внимание аппетитность, сбалансированность, питательность корма. Средняя годовая зарплата таких специалистов около $50-70 тысяч в год. Переворачиватель пингвинов. Звучит довольно смешно, но переворачиватель пингвинов спасает жизни тысячи животных в Антарктиде. Ведь засмотревшись на самолет или зазевавшись, пингвин может упасть на спину и самостоятельно перевернуться уже не сможет. Очень необычная профессия и полезная работа. Около 140 тысяч рублей получают переворачиватели на станциях «Восток» и «Мирный» в России. Согреватель кроватей. Большинство из нас не любят ложиться в кровать в холодное время года, ведь она просто ледяная. Именно поэтому и появились такие специалисты, которые в отелях и гостиницах ложатся в постель постояльца и согревают ее. Появление такой работы стало возможным благодаря экспериментам и исследованиям Центра сна в Эдинбурге. Ученые выяснили, что теплая постель дарит приятные сны и полноценный отдых, а холодная, наоборот, препятствует этому. Отличные условия для работы, не правда ли? Лежишь на рабочем месте и согреваешь постель. Обниматель. Удивительная профессия, скажете вы. Кому она может понадобиться? Но вы не поверите, сколько в мире одиноких людей, которым просто необходимы объятия. Профессиональный обниматель может получать около $60 в день с одного клиента, а их может быть много. Желающие всегда найдутся. Поэтому поблагодарите своих родных и друзей за то, что вас есть кому обнимать бесплатно. Уборщик айсбергов. Крупные нефтяные компании нанимают уборщиков айсбергов, чтобы те не врезались в добывающие установки. Работа немного напоминает уборку снега зимой и эвакуацию неправильно припаркованных машин. Продавец слез. Первенство по уникальным профессиям остается за азиатскими странами. Особенность здешних похорон – родные и близкие не плачут. Люди привыкли следовать обычаям и сдерживать эмоции. У них это хорошо получается. На похороны нанимают специальных людей, которые плачут и скорбят вместо них. Многие люди этой профессии не имеют образования, но отлично исполняют свою роль. В среднем они получают $20 за одни похороны.
Фальшивый родственник. Многие жители мегаполисов – выходцы из небольших городков и глубинок. И когда речь заходит о родственниках, им проще нанять актеров для посещения семейного торжества или свадьбы, чтобы не ударить в грязь лицом. Неудивительно, что этот бизнес появился в Азии, где существует целое агентство. Так, в 2018 году китайский жених нанял аж 200 фальшивых родственников на свою свадьбу. Эксперт по щекоткам. Щекотка пяток считалась одним из развлечений в Древней Персии во дворце. Эта работа больше всего распространена в странах Африки. Иногда это вид пытки, в других случаях экзотическое удовольствие. Дегустатор травки в Канаде и Амстердаме. Это не очень высокооплачиваемая профессия, распространена в странах, где марихуана считается лекарственным средством. Так, в 2018 году была открыта вакансия для блогеров, которые будут тестировать травку и рассказывать о своих ощущениях. Одним из главных пунктов вакансии был требуемый опыт в этом процессе. Няня-ленивца. Да-да, в Коста-Рике можно устроиться няней-ленивца. Ухаживать за малышом ленивца – очень ответственная работа. Его нужно кормить, заботиться о здоровье и делать все это очень нежно, аккуратно и деликатно, большую часть времени проводя на дереве. Запаховед. Не очень-то приятная профессия, если честно. Эти специалисты разрабатывают дезодоранты и проверяют их эффективность на людях. Они наносят средства и следят, как в течение дня меняется запах подмышек у испытуемых. Отбор довольно строгий. Чтобы его пройти, необходимо быть некурящей женщиной в возрасте, ведь именно у них наиболее развито обоняние, по словам ученых. Добытчик соли. В Эфиопии проживают удивительные люди, способные работать при температуре выше 50 градусов. Они трудятся в Данакильской впадине и ежедневно добывают соль. Тяжело представить, как можно работать под палящим солнцем в такую жару, ведь это место является, пожалуй, одним из самых жарких на планете. Заниматель очереди. Особенно популярна эта профессия была в 60-80-х годах среди безработного населения. За символическую плату человек стоял долгие часы в очереди, помогая сэкономить время работающим и занятым людям. Трамбовщик пассажиров в метро. Эти специалисты постоянно работают в китайских подземках. Осия, как их называют на родине, должны аккуратно, быстро и качественно утрамбовать всех желающих зайти в вагон метро. Особенно это тяжело сделать в час пик, с учетом того, что одна станция пропускает ежедневно 3 миллиона человек. Работка не из легких, но специалисты своего дела с ней легко справляются, запихивая вываливающихся людей обратно в вагон. Профессиональный приноситель извинений. Страны Азии не перестают удивлять. Так, в Японии существуют специальные фирмы, которые могут извиниться вместо вас. Если вы не хотите самостоятельно разговаривать и решать проблемы с недовольным или обиженным клиентом, за вас это сделают профессионалы. Один звонок, и проблема решена. Ныряльщик за мячами для гольфа. Форест Ротчайлд – профессиональный ныряльщик. Он первый начал сотрудничать со многими гольф-клубами, доставая со дна ежедневно более 4000 шаров. Для владельцев клуба оказалось выгоднее платить ныряльщику, чем каждый раз покупать новые шары. Средняя заработная плата такого специалиста составляет $100 000 в год. Сборщик конструкторов Лего. В крупных магазинах игрушек, где продают Лего, необходимо красиво оформлять витрину, привлекая покупателей. Так, ежедневная смена пейзажа помогает увеличить продажи. Специалист без труда должен уметь собрать из конструктора любую задумку, будь то корабль, замок принцессы, крепость или космический корабль. Очень увлекательная и творческая работа, которая радует детишек каждый день. Клакер – очень востребованная профессия, которая помогает поднять популярность начинающего артиста. Такие люди приходят на спектакли, концерты и представления своих клиентов. Они громко хлопают, кричат «Браво!» и «Бис» и восторгаются талантом артиста. Эти действия побуждают и других зрителей хлопать сильнее и копировать поведение человека, создавая атмосферу успеха. Полицейский оливкового масла. В городах Италии в полицейских участках существуют отдельные подразделения, которые тестируют и дегустируют оливковое масло, определяя тем самым подлинность продукта. Если масло не прошло проверку, всю партию изымают. Такие специалисты поддерживают имидж и репутацию Италии, как родины наилучшего оливкового масла в мире.
Профессиональная подружка невесты. Бывают такие случаи, когда у девушки нет близкой подруги и некого пригласить на столь почетную роль подружки невесты. На помощь в таких ситуациях приходят профессионалы, которые помогут собраться невесте, организуют праздник, будут активно участвовать в конкурсах и создавать атмосферу праздника и радости. Такую услугу предоставляют некоторые свадебные агентства. Учитель серфинга для собак. Если у вас есть опыт преподавания серфинга и любовь к животным, то эта работа точно для вас. На зарубежных курортах довольно популярно занятие серфингом вместе со своим питомцем или же отдельно для животного. Удивительная работа и море позитивных эмоций. Ловец жемчуга. Очень увлекательная и опасная профессия, требующая от специалиста высокой степени физической подготовленности и знаний. Такие экстремалы могут зарабатывать до $500 в день в Америке и более $1000 ежедневно в Австралии. Модель отдельных частей тела. Необычная профессия, ведь это непривычная работа фотомодели. Вы можете иметь идеальные пальцы и рекламировать украшения, изящные ступни и рекламировать обувь. Такие модели показывают только лучшие части своего тела и в среднем получают $20 за съемку. Автор музыки для игровых аппаратов. Немногие знают, что существует отдельный вид композиторов, которые пишут музыку специально для игровых автоматов. Они должны написать такой звуковой ряд, который привлечет внимание и неосознанно заставит человека вновь возвращаться в казино. Психолог для животных. Психологи востребованы не только среди людей. Такие специалисты помогают хозяевам понять и объяснить поведение своего питомца и решить возникающие проблемы. Психолог для животных – непростая профессия, требующая от специалиста ветеринарное и высшее психологическое образование. Такие специалисты особенно популярны за рубежом. Чистильщик канализации. Чистильщик канализации в слаборазвитых странах – профессия не из приятных. Эти работники трудятся без специального оборудования и одежды по 12 часов. Они пользуются металлическими скребками и своими руками, чтобы удалить слизь и собрать отходы, которые поднимают на улице для дальнейшей утилизации. Тяжелая и плохо пахнущая работа, за которую люди получают копейки. Это был наш топ самых странных и необычных профессий. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, о какой работе мечтаете вы. Мы уверены, что большинство наших подписчиков мечтало бы жить на острове и быть его смотрителем. Или мы не правы? Делитесь под этим видео. А на сегодня все. До новых встреч на канале Фактограф.